Всем привет! На связи школа Аргентины испанского языка Китай-Аргентина. С вами Леонид и Соня. Соня, привет! Привет! Сегодня мы разбираем песню. Испанский на слух у нас сегодня. Мария Феликс, сериал на платформе VIX. VIX это, я так понимаю, чисто аргентинская платформа или латиноамериканская. Соня, что скажешь? Да, это местная платформа, хотя в Аргентине она не самая популярная на самом деле, но, в общем, да, используется там много сериалов. Сегодня мы смотрим, вот, Мария Феликс, не самый, как бы, топовый, но тоже известный, про актрису, да? Но, судя по количеству просмотров, 4,5 миллиона просмотров, это, немало. Прилично. Угу. Вот. Расскажем о чем? А я не знаю о чем, я его не смотрел. Мы знаем, что у нас есть бесплатная первая серия на YouTube. Чуть-чуть в курс. Сериалу год. Идем. Да, он новый. Угу. Про актрису где-то вот 60-х годов примерно, вот это про ее жизнь, насколько я понимаю. Вот, и будем смотреть, разбирать какие-то части. Да, ребята, мы будем писать ключевые слова, мы не будем писать весь текст, мы будем вот самые такие интересные слова выписывать, объяснять, что они значат. Также будем обсуждать, так как это снимается где-то все в округе, да, правда это неправда, есть ли такое в Аргентине или нет, было ли такое в Аргентине, из того, что мы можем сказать точно. Вот, так что не будем тянуть, давайте потихонечку разбирать. Правила те же самые. Я пытаюсь перевести то, что услышал. Соня говорит, что это все не так, и мы смотрим это снова. Vamos. Да, сейчас мы начнем запись. Она начнется через 3, 2, 1 и пишем. Soy María Félix. Soy María Félix. Nací como un relámpago que rasga las sombras. Вот я понял, что он говорит наси комун. Como. Кома. Рождена как? Угу. А дальше сначала. Nací como un relámpago que rasga las sombras. Что-то релампора короса расомбас. Вот что-то вот у меня слилось все в одно. Que rasga las sombras. Relámpago, знаешь, что такое? Разбивать, да? Но relámpago это как молния. Давай запишем. Relámpago. Вот сюда тыкни и давай запишем это. Que nace de las sombras. Акцент, tilde. Так, sombras это тень. Sí, así es. Relámpago. Ага. Que nace. То есть она говорит наси que nace? Yo nací. То есть я родилась как? Да. Sí. Как молния, которая родилась в тени? Sí, которая... В этом случае она не конкретно говорит родилась, просто которая как бы вышла из... Из que тени. nace, sí, de las sombras. Так, значит, давай еще... Que nace или que rosa, она говорит? Надо нажать назад. Soy María Félix. Nací como un relámpago que rasga las sombras. Que rasga. Ну, практически то же самое. Разгар это тоже как, которая как бы пробивает тень, она говорит. Que rasga. Ну, как бы я понимаю, что для тебя это одно и то же, но для меня и наших юных зрителей это совершенно разные слова. Да. Давай еще раз пройдемся по этим словам. Релампаго – это молния, просто молния обыкновенная, да? Окей. Разга. Разгар, да. Разгар или разга? В этом случае это спрягается. Первичный глагол разгар. Р. А это разга эль в настоящем времени. Да, то есть релампаго. Из-за этого разга. Так. Это что значит разгар? Разгар имеет в этом случае два значения, то есть здесь как бы пробивает, или тоже разгар это может быть как что-то, например, порвать, или просто как, знаешь, когтями вот так, типа вот содрать тоже может быть разгар. То есть это слово кошачье, да? Ну, практически разгар. Rasgar las uñas, например, коты, они вот точить когти, это rasgar las, не uñas у них, а эти... Las garras. Rasgar las garras. Ну, то есть, на самом деле, это не очень популярное слово разга. Я вот первый раз слышу, честно слово. Нет, вот это кошачье, как ты говоришь. Кошачье слово. У нас просто нет животных здесь, поэтому... тем более, здесь собаки, а не коты. Ну да, тоже. Ладно, надо все-таки дослушать про ее жизнь. Me convertí en una estrella de cine. Mi convertime de что-то de cine. Давай еще разок. Que rasga las sombras. Me convertí en una estrella de cine. Mi convertine, вот мне кажется, de струя
Это, мне кажется, слово разрушать, типа, Me- что-то на сине. Знаешь, что такое me convertí? Во-первых. Во-первых, нет. Конвертирся. Мы можем сразу написать Но я слышал это слово, и не раз, кстати. И даже от тебя, мне кажется. внизу. Так, Конвертирse. это конвертировать, да? Нет? Практически, то есть превращаться. Она использует me convertí, это, то есть возвратный у нас А глагол. почему не камбия она говорит, а конверти в таком случае? Потому что камбер это поменяться. Поменяться. буквально, да? А здесь она я превратилась, говорит, да? Me Это что-то convertí. магическое, да? Да. И всегда конвертирse en, как превратиться во что-то, да? Мгм. En, То есть глагол исходно конвертир. конвертирse. Конвертирся. Ну, тир, ир, окончание на ир, типа вот это Да-да. вопрос был. И возвратный convertirse. Да. En una estrella de cine. Звезда кино. Sí. Ну, кстати, честно скажу, она очень понятно говорит. Ну, то есть она говорит Да, очень понятно. четко, очень понятно. Видно, что сериалы делаются почти как Netflix, да, просто нет отрезан, да? Ну да. Нет отрезали, остался Викс, да. Вот, и реально цвет хороший, здесь все хорошо выглядит. Да, прикольно. Вот. Понятно, но просто я не знал этих слов. Ну, кроме Стрэша. Из Стрэша я знаю, что у нас чипсы в России Стрелла. Стрелла. Да, И пиво. Пиво и Стрелла. А, нет, не стрелла, Стелла. Стелла. Ну, да. Стелла пиво, здесь Но оно это то же есть. самое. Ну, почти звезда, да. Поехали. Sin embargo, mi camino no fue fácil. Sin embargo, mi camino en fácil какой-то. No fue fácil. No fue fácil. Sin embargo, без запретов, да, я так понимаю? Sin embargo, как несмотря на это. Ага. Sin embargo. Окей. И эмбарго это запрет. В этом Ну, случае- как и международное слово эмбарго на Sí, продукцию, да? Así es, sin embargo. Так, давай еще раз. Sin Así embargo. es. Me convertí en una estrella de cine. Sin embargo, mi camino no fue fácil. Mi camino. Mi camino это моя дорожка. Sí. А дорога мой путь. No fue fácil, да? Не, no fue fácil, не была фуе, это ир. Короче, это в прошедшем времени я был, сэр. Да, fui. Фуи. И фасиль легкий. Мгм. Desde niña tuve que vivir situaciones muy severas. Desde niño, Ага. с того времени, когда я была ребенком. Mi camino Correcto. no fue fácil. Desde niña tuve que vivir situaciones muy severas. Tuve situaciones muy что-то severas. Tuve situaciones это имела ситуации. Tuve que vivir, она говорит даже. Tuve que vivir. Ну, мне приходилось жить Ага. Situaciones в ситуациях. muy severas. Severas. Давай Severa. напишем слово severa. Это, наверное, слово какое-нибудь связанное с трудностью как раз. Да, что-то прилагательное, на самом деле, severo это что-то очень, то, что называется un animal severo. То, что у нас называется как что-то дикое и просто очень, por ejemplo, например, как мы можем встретить это, enfermedades severas, как какие-то Это болезнь. болезни, очень, то, что у нас называется как Ковид называется. Жесткие, ковид, да? например, да, что-то жесткое, algo severo. Мгм. Но это Sí. слово тоже не часто используется seveро, да? Северо можно услышать, особенно в каких-то очень... Оно очень действительно сильное. Мгм. То есть это что-то действительно как жесткое, очень скверное, северо. То есть это плохое слово. Да, и что-то это означает как сила. То есть un animal severo también. Мгм. Sí, например. Типа зверь очень сильный, да? Да. То есть он не muy fuerte, а он прям seveро. Да, Короче, seveро это крайняя стадия силы. именно так. У нас есть другой перевод сейчас. Знаешь, мне кажется, это как у меня в детстве, короче, в деревне был такой плакат, где покемоны превращались, ну, то есть там из яйца, Ага. допустим, там Пикачу становился там посильнее, а потом он становится Гранд Пикачу. И я знал все формы всех этих покемонов. Вот здесь то же самое, значит, там первая форма это дифисиль, да, Ну да. допустим, а вторая форма там, по-моему, кому? Или просто какой-то там fuerte. Фуэрте, да, допустим, да, и третья это северо. Sí, То есть надо рисовать такие стрелочки переходящие. так и есть. Вот. Окей. Значит, мы знаем, что у нее была тяжелая жизнь, и ее бил отец. Ну, как я понимаю. Или незнакомый дядя. Да, сейчас мы узнаем, Да, кто это, о что она правде. сейчас скажет. Aprendí que Латиноамериканские... no se puede vivir el amor. Aprenди que yo no puedo vivir del amor. Ну, я так понял, что, может быть, я неправильно скомбинировал фразу, но я так Нет, понял, всё что правильно. она поняла, что не может жить без любви. Vivir del amor, как бы зависимо от любви чьей-то. Vivir del amor, vivir de algo. Буквально, yo vivo de mi trabajo, можно сказать, да, как Так. я живу Для любви. от этого, как бы, допустим, как можно еще встретить эту форму, yo vivo de, Ага. как бы,
Например, yo vivo de dar clases de español, да? Мгм. Как бы это то, что мне дает как бы силу или, например, деньги, что-то в таком плане. Так, в данном конкретном случае она не может жить без любви или она может жить без любви? Нет, что она сказала, я научилась тому, что я не могу как бы постоянно жить зависимо от этого, да, от Ага. любви чьей-то, да. Давай еще раз Vivir послушаем. del amor, она Ага. использует de del. vivir situaciones muy severas. Aprendí que no se puede vivir el amor. В общем, она даже говорит, no se puede vivir del amor. Как бы, Не могу. no se puede, как невозможно жить. Она даже вот безлично говорит, Мгм. no se puede vivir. Ага, понял. Ладно, едем дальше. Somete o violenta. Se Sure. puede vivir el amor cuando somete. Кванда собмерти, что-то такое? Somete. Давай сама это запишем. Somete es someter. Судя по постельной сцене, это пикантное слово, нет? Sí. Но в этом случае someter это кого-то, как, может быть, порабощать буквально. Ага. Someter тоже это как выставить в какую-то ситуацию, в общем, человека. Неудобную, типа, или просто, или Просто подставить, может даже быть? подставить под какую-то ситуацию. Буквально someter это как бы выставлять тоже каким-то... То есть она говорит сейчас Ситуация. кванду сомети, Cuando по-моему. somete. Это El amor когда somete. меня подставляли? Sí, en general, она об этом говорит. То есть Мгм. по отношению к любви. Окей. O violenta. Опиолинда? Somete o violenta. То есть Овио. o violenta. А, это еще одно слово целое. Или Давай violenta. запишем. Виолента, давай запишем. Violenta или... Это не цвет фиолетовый, Это нет. Violenta может быть также что-то violento как прилагательное и violentar Ага. это глагол. Violentar как насиловать, в общем, не знаю, физически это что-то бить кого-то, это Ага. violentar. Así es. То есть у нас здесь сериал от любви до криминала, от звезды до Да. криминала, да? Как-то так. No olvide nunca. Но альвиде нунка. Я не забываю никогда Olvide ничего. pasado. Ну, я ничего не забыла. Ага. Ну, Así es. нунка это ничего же, да? Никогда. Я не забываю никогда, типа. Мгм. Ну, типа, я вам все припомню, типа того, наверное, да? Мгм. Que Всё nadie к этому. más que yo. Ке Надя Маскеджо. Что никто больше, чем я, Кроме? кроме меня, Мгм. Nadie más que yo. Puede decidir el curso de mi vida. puede decir, могу сказать, Decidir, там она сказала, по-моему. окей, Puedes decidir. Que nadie más que yo. Puede decidir el curso de mi vida. puede decidir del curso de mi vida. El curso, El sí. curso. Могу выбрать маршрут своей жизни, типа. Мгм, да. Слушай, а чем отличается курсу от рута? Курсо это, в общем, как направление просто, как dirección. То есть, если мы забьем, допустим, GPS или Maps, тоже este curso es el mejor para usted, ¿sí? O siga por este curso. Это просто, это направление. Окей, ладно. Maruca. Марокко это имя, так Ну да. называю. No te quiero volver a ver en toda mi vida. Lárgate. Я понял, что нам угрожала интода мивида, вторая фраза была во всей Да, моей говорит. жизни, а вот первая, давай еще раз послушаем. Decidir el curso de mi vida. Maruca. No te quiero volver a ver. Что-то nuestra... No te quiero volver a ver. Теперь еще понятно. Да? Только здесь не слышно этого вообще. Она просто очень быстро это говорит. Не хочу больше тебя видеть, вернуться, чтобы видеть тебя. Да, то Если... есть заново увидеть тебя больше. Ну, здесь, как обычно, испанское, где надо разжевать вот это, да? Да-да-да. То есть, не хочу вернуться, чтобы увидеть. То есть, по-русски бы сказал, я не хочу тебя больше, не хочу тебя видеть, да? Да. То есть, было бы там 3 слова. Буквально. Вот, а здесь надо объяснить, что именно не просто видеть, а вернуться, чтобы видеть. Прям структуру, которую мы используем, чтобы сказать Да, 3 слова. Очень грамотная речь. En toda mi vida. Lárgate. Ласбут, что-то там. En toda mi vida. Это да, потом она говорит что-то. Lárgate. Ларгате. Это Она что? указывает. Largarse. Это длинные же, не? Ларго. Largarse буквально, можно записать, да? Можно. Ну, не можем, а мы обязаны это Нужно. сделать. Largar или largarse, Да. буквально отпустить что-то. Largar, например, как отпустить. Или largarse, в этом случае возвратное, это
уходить. То есть она буквально его, она говорит, уходи отсюда, ларгате. Но это не солир. Есть же солир Нет, еще уходить. ларгарse это именно, это как более, Это не просто солировать. Возвращаемся к покемонам, да? Да. И следующая форма солир, да? Ларгарse самая, более такая скверная. Подожди, смотри, а если два человека, ну, один висит, короче, там на скале, там в фильмах, да, какой-нибудь, и второй его держит за руку, он пытается, уже сейчас упадет, и у них нет сил, он говорит «ларгарме», типа «отпусти меня», Лárgame, да, и типа и падает в бездну, да? да, может сказать так, типа, sí. Или soltame, отпусти меня буквально, или лárgame. Сальтама это от слова же прыгать. Soltar это отпускать буквально, Так, это еще один вариант слова «отпустить». да. Soltar. Но в этом нет. случае мы не сможем использовать, потому что largarse, она именно Она его показательная выгоняет, форма, а да. не просит ее отпустить. Это да. То есть это глагол конкретный, который можно использовать, чтобы сказать, типа, уйди отсюда. Окей, значит, я понял. Ларгарс это глагол два в одном, который может иметь понятие как отпустить и как уходить. Да. И это все является вторым покемонословом от солир и от сальтар. Да. Вот. Более сильный вариант такой. То есть, ребят, когда вы в следующий раз захотите, чтобы вас отпустили, просто вспоминайте покемонов. Вы такие, ну, как ассоциация вам нужна, такие покемоны. А, все, вот, Ларгарсе. Супер. He sido una mujer con un inmenso amor propio. Es una mujer He sido. Esido? He sido. ¿Qué? Помнишь pretérito perfecto compuesto? Нет, я не помню эту длинную фразу. Сложное прошедшее, то, что у нас было. Я даже не понимаю, от С какого... вспомогательным. от Що е. А, comprado. Х-Е, Да, Исидо. H-E. H, первая буква не читается, Исидо. поэтому стало Можно Исида. начало тут. Да. Ага, sido это от глагола ser. He sido. Помнишь, у нас так спрягаются глаголы, что ido или ado получается Да. окончание. И Я- ser такой короткий, что просто sido получается. Меня смутило просто слово «сидо», потому что я не помню, что превращается в слово «сидо». Вот Ну и да. все. То есть «сидо» — это у нас «сэр», Да. это «сэр» для формы «его», Для шо. «щё». Sido на самом деле, вот это окончание, оно будет для всех одинаково. Здесь самое главное меняется вспомогательный. Шо значит шо. Да? Мгм. Это наш haber. Ладно, еще разок прокрутим. ¡Lárgate! He sido una mujer con un inmenso amor propio. «Эль сидо», «сидо», Ага. что-то «ля мухер», Una mujer. я типа женщина. ¡Lárgate! He sido una mujer con un inmenso amor propio. Кома, нинмен, что-то сомо пропио, что-то Con такое. un inmenso. Инменсу не знаю такого. Inmenso es como grande. Inmenso это как синоним большой, только это еще больше. Inmenso как бесконечный практически. Было же еще слово. Как enorme. Есть же enorme, да. Да, практически. Это синоним enorme. А давай запишем слово вот это Immenso? immenso. Да. Bien, тут тоже надо вспомнить, зачем мы использовали это время. Compuesto. Потому что это время используется, когда она была и продолжает быть, насколько я Ага. помню. Да. Она типа была и продолжает быть женщиной очень... С чем? Con un inmenso amor propio. Ну, пропио это собственность, Ага. любовная собственность. Но amor propio это как забота о себе, или как amor propio на самом деле это любовь к самому себе. Ага. Да? То есть ценить себя. Ну, то есть, с учетом того, что она там переживала, она поняла, что я там самое лучшее, самое главное в своей жизни сама. Да, así es. Вот. И снова мы вернулись к покемонам с новой формой инменсо. Ну да, inmenso, вот это максимум. Да, то есть давай пройдемся по формам. Слово большой. Ларго, да, наверное? Grande. Ну да, гранде. Ага. Muy grande, да. Muy grande. Enorme. Gigante. А. Enorme. И инменсо одновременно. Inmenso. Sí, вот так. Думаю, лучше всего. Инменсо это точно конечная форма. Да. Еще больше не может быть. Muy, а может быть muy inmenso? Muy inmenso. No. Тупо звучит, да? Да. Мы скажем muy grande o inmenso, и все. То есть это означает просто Мгм. невероятно большой в таком плане. Ну, то есть, когда рассказывают люди истории друг другу, там он говорит, я пришел, там стоял вот такая скала. И он говорит, там, аща, фуи, инменсо монтанья. Una montaña inmensa. Ну, на монтане инменсо, да? Окей. Porque nadie me ha querido tanto.
Porque nadie, время. porque nadie en mi vida tanto, мне показалось, он так Me сказал. ha querido tanto. Я как-то прослушал два слова, да, Мгм. получается? Un inmenso amor propio. Porque nadie me ha querido tanto. Я все равно этого не слышу. Nadie Никого. Потому что никого в моей жизни меня me ha querido tanto. Querido, querido это хотел, ну типа Querer. желать, да? Хотеть, желать, но помни о том, что это тоже любить у нас означает. Да. Ну, я в этом смысле и говорил. да. То есть, Потому что никто меня так сильно не хотел в жизни, типа. да, не любил. Мгм. Танто это у нас типа слишком. Столько буквально. Просто мы не проходили слово танто, мне кажется, ни на один, ни на два. Танто. Вот этих вот танто есть отдельная прям тема про это. Tanto, bastante. Да, ну и очень простая тема на самом деле. Да. Танто мы используем в конце или в начале тоже, например, tanto amor. Если глагол, то в конце. No me han querido tanto. Любили столько. То есть если глагол, наоборот, в конце ставим. Окей, ладно. Como me he querido yo. Кома ми килидо джо. Кома как я любила себя. Claro. Килидо, да, ну в прошедшем времени получается. И все еще продолжает любить. Да, именно так. Esta es mi historia. Это моя история. Claro, sí. Если непонятно, вот ее имя. Блокбастер начинается. Да. Ля Донья. La doña, окей, доня. Это у меня ассоциация с словом дуэнья почему-то появляется, типа, ну, хозяйка. Но Донья, если мы говорим про старое время, я бы подумал, что это какая-нибудь Донна. Донна Фелис там. Практически. Отчасти похоже на это. То есть донна это на самом деле итальянская. Угу. Донья это, естественно, если мужской вариант, это у нас дон, да. Это именно вот то, что называется у нас такое уважительное отношение к людям, у которых особенно есть какая-то собственность, да. Если у нас, например, раньше там в Польше говорили там пан, Так. то здесь у нас дон, доня. Но да? сейчас же не говорят так. Нет, безусловно. Но здесь это все равно устоялось как бы выражение. И отчасти это просто как бы вещь, которую мы используем даже, чтобы просто выразить именно, Уважение, да? Да, невероятное уважение кому-то. Поэтому там дон, фамилия или Ну вот смотри, конкретно в этом сериале написано Мария Фелис для Донья. Вот я это читаю, что я должен подумать? Что Мария Фелис типа имеет репутацию и обладает какой-то собственностью? Именно так. Син, как важная персона. Доня. Донья. Я немножко полистал сериал, здесь они будут долго молчать, и где-то на 20-й минуте, у нас еще маленький эпизод, буквально на 5 минут, начинается он с закатного солнца, насколько я помню. Вот после разговора священника, и мы вот, ну где-то вот здесь, вот где пацан заходит к деду. Какие-то разборки. Да, они там просто говорят, мы же хотим говорить. Почему не работает? Вот, допустим, вот здесь. Видишь, как я угадал про закатное солнце. А где же Ола Киталь? А он просто говорит «паса, падре». Падро, его зовут Падро, он говорит «проходи, Падро». Пасе Пабло. Пабло? Ну, Пабло Пабло, или Падро. он его имя. Да, я понял, что ты его. Он говорит, ну, короче, проходи. Да, просто. No, Не буду. que le quede muy claro, padre. Куалькер, Que le quede. келе, кеде. Кеде это кидарсе, ну, правильно? Оставаться. А келе? Вам. Que le. Le это вот... Это два слова. Это индиректно. Кюе, Que ле. le. 3. Que le quede. Что? Ты остаешься, что ли? Чтобы вам осталось. Чтобы вам осталось? Ну, он не сказал, что просто, да? Claro. Просто. Еще раз. No, que le quede muy claro, padre. Que le quede muy claro, padre.
Чтобы вам осталось ясно, Да. падре, ну, Понятно. святой отец. Да-да. А почему он использует вот это слово ле, обращаясь к нему? Почему он не говорит ту? Bien, в этом случае это он как вам, он уважительно к нему обращается. Usted, Поэтому usted. не que te, а que le, вам. То есть usted. это устед? Да. Это просто он типа, так как это типа важный Да, вот чувак. это местоимение, которое мы используем, если человек обращается именно на usted, это уважительная форма. Ну да, просто мы здесь не часто в Аргентине Ну, используем да, здесь форму вообще- usted, и я подумал, ну почему не ту? Нет, все правильно, это потому что вот Мгм, иностранное, причем не совсем аргентинское. Окей, поехали. Si vuelve a propasarse con María. Вольве ке пасара су Мария. Что-то такое. Давай еще раз послушаю. Que le quede muy claro, padre. Si vuelve a propasarse con María. Се вольве ке ун пасар что-то Мария. Si vuelve a propasarse. Си вольве, си это если. Да. Если вернуться. Si usted vuelve, он про него говорит. Если вы вернетесь, Мгм. вернулись, наверное. В этом случае перевод правильный, вот так, если возьмем volver, но буквально это не для этого здесь стоит. Volver a, опять-таки мы возвращаемся к тому, что вот volver a в испанском это тоже как заново что-то сделать. То есть если вы опять что-то сделаете, Вольвера пасар, он говорит. volver a propasarse, да, или pasar, да. А что такое пропасар? Чем Пропасар- отличается пасар от пропасар? В этом случае это pasar просто пройти. Да. В этом случае здесь это означает то, что этот человек что-то сделал как бы вне рамках, да, то есть, как это сказать, это у нас propasarse con alguien, да, это как... Давай напишем это. Sí, propasarse. Пропасarse иногда... Ну, давай так, начнем с простого. Пасарse. Пасар – это проходить. Мгм. Там, он в самом начале фразы говорит пассе. Ну, как Да. раз. То есть, это вот этот глагол. Но здесь у нас получается, что мы добавили к пасар Sí. приставку про. Это как суперпасар. Да. Вот. То есть, что это значит? Это, еще раз, это совершить что-то непозволительное. Именно так, что-то вне рамках как бы приличия, в общем, пропасarse, именно так, как здесь написано. Что ему не нравится? Нам нужна какая-то тильдочка какая-нибудь, да? Нет, все правильно. Мгм. Вот. То есть он имеет в виду, что отец святой там, падре, ты вернулся, чтобы сделать что-то непозволительное с Марией. Да, он говорит, если вы опять что-то сделаете что-то непозволительное Ага. с ней, Да, то продолжение. да. Se las verá conmigo. Селяс, что-то это амиго. Verá conmigo. Вера. Это Sí. видеть, типа? Sí. Конмиго. Мгм. Типа, ну, я так сейчас еще раз. Ну, я понял, что что-то увидеться с ней хочет. Si vuelve a propasarse con María. Se las verá conmigo. Серас. Это Серас, в веря. будущем. Нет, сэр, это в будущем. В этом случае, да, это Это будущее. сэр в будущем времени для тебя. Sí. Он перешел с устед на ты. Да? Именно так. То есть в таком плане, что тут случилось? Вообще, ver здесь меняет чуть-чуть значение. Мгм. Se las verá. На самом деле, se здесь он не пришел на ты. Это неправда. Это местоимение возвратное. Так. Se так же, как для él, ella, usted. Да? Мгм. То есть он до сих пор говорит это. Проблема в том, как он использует verse в этом случае и conmigo. Что это означает? Мгм. Это как вы у меня попляшете буквально. То есть вам придется как бы встретиться со мной буквально взглядами. Давай запишем это, Си. это пригодится. Можно прямо сразу. Всю фразу, Se да? las verá. Это вот будущее. Ага. Conmigo. Так, давайте теперь просто пословечно Да, разберем. да. Се – это обращение к устед? Se в этом случае, да, именно так. Поэтому как verse, причем это возвратный, то, что следует, поскольку он использует. Ласвера – это форма будущего. Увидимся. Типа, да? Las это на самом деле вот как местоимение прямого объекта. Las это чтобы как бы не повторять про этот факт, то, что они увидитесь, то, что, в общем, это не имеет буквально выражения здесь, да. Но это вот, чтобы люди знали, это pronombre de objeto directo, да. Мгм. То, что у нас los, las, lola, помнишь? Да. Вот, это относится к этому. Но это очень зависит от этого глагола на самом деле. Вот это очень специфическое Тонкая тема, выражение, да. Verse conmigo или con vos, это вот
Буквально, вот если мы говорим там, ты у меня попляшешь, то здесь как бы тебе придется как бы увидеться со мной, они говорят. То есть это угрожающая такая фраза. Именно так. То есть это нельзя сказать другу типа «se la suero conmigo», типа «увидимся завтра», там что-нибудь такого. Нет, в этом случае мы «te veo mañana», «nos vemos mañana». Мы не используем вот эти все возвратные детали, потому что это имеет уже другой как бы контекст. В общем, это такая фраза угрожающая там для ЖКХ, например, да, там «увидимся завтра», если вы мне завтра свет не включите, там, Как-то например, так. да? Вот, окей, В общем. поехали. María me lo contó todo. Мария me le contó todo. Casarse con María. Sí. Сейчас. Se las verá conmigo. María me lo contó todo. Мария мне le contó. Она говорит le contó todo. Me lo contó. Да, le contó это слово целиковое, le contó, le отдельная приставка. Lo отдельно. Lo contó. Ло это то, что Мария. Это. Это конто, это от кантар, Ага. да, сказала все. Sí. Типа Мария мне все рассказала. Именно так. Ella no puede confesarse porque no ha hecho la primera comunión. Ох, какая Окей. сложная фраза. Todo. Ella no puede confesarse porque no ha hecho la primera comunión. Что-то no puedo confesarse, что-то такое. María no puede confesarse. Во-первых, confesar, мы можем записать глагол. Да, мы должны это сделать. Confesar. В общем, confesar это признаться в чем-то, и вообще именно связано с церковью. Это именно люди просто в католических церквях. Ага. Они ходят после миссы. Вот в этот ящик, вот в этот, да? Ir a confesarse это называется. То есть это слово конфессар используется только тогда. Да. Или я, например, признаться. В обычной жизни это означает признаться просто. Te confieso, да? Я признаю, что te confieso que. Ну, то есть я, например, украл у тебя жвачку Да. и говорю на следующий день, типа, «Що конфесо, Да. ке, що робе вос чикле». Ту чикле. Ту чикле. Sí, именно да, так. ту чикле, да. В этом случае. Но он объясняет, почему потом. Это слишком... До этого я еще не дошел, подожди. Мой мозг еще не успел переработать Да, столько да. информации. Ella no puede confesarse porque no ha hecho la primera comunión. Но аче примеро, кон что-то. Аче это... Ну а hecho. Аэче, да. Вот это опять время, вот эта Да. герундия. Аче, Компоsto. хечо. Хечо это, кстати же, дата на продуктах сейчас чаще. Hecho. Сделано, это сделано. Сделано. Да. Да. Это про нее. Но ha hecho la primera comunión. Первое, что такое коммунион? Comunión. Это тоже связано с католической церковью. Это мы сделаем, запишем. Sí, la comunión. Вообще актуальная тема для Аргентины. Здесь, как ты знаешь, большинство, больше процент людей, они католики. Да, И здесь, получается, первое, у них крещение есть, баутизмо. да. И также потом дети, если это, конечно, по воле родителей, например, вот мои одноклассники всегда ходили на катехесис, это отдельные как бы уроки, связанные именно с религией, чтобы потом как бы получить, это имеет свое собственное название, я сейчас конкретно его не помню, мы потом можем найти. Куда они ходили? В церковь или в школу? Или в школе это пример Это был? может быть, это не связано со школой, только если это католическая школа, как бы вот религиозная, там может быть вместе, это отдельно было. И это просто женщина какая-то или мужчина, кто как бы связан с церковью или делал какие-то курсы с этим, дает вот эти уроки, связанные там с историей, религией и так далее. Также они там учат какие-то слова, именно чтобы можно было что-то, как это у нас называется, говорить слога, все связанные с этим. И что происходит? Потом они как бы приходят, это делают в возрасте примерно 11 лет где-то, и у них еще там 2 этапа есть. Коммунионное – это как бы принять вот то, что называется у нас, как церковь тебя принимает буквально. Это да? обет молчания какой-то, что ли? Ну, похоже. Это имеет другое название на самом деле. Ну да, это как присягательство церкви. Короче, суть в том, что эта Мария сейчас ушла в монахини, что ли? Нет, он сказал, она не может confesarse porque no ha tomado la comunión. То есть tomar la comunión – это вот взять эту как бы… Ага. Она не может признаться, что не может взять, вступить в эту церковь, типа, что ли? Да, то есть она не может перейти как бы вот confesarse, мы сказали здесь, Да. это
вот признаваться именно вот священнику, Да. это вот вся процедура, потому что именно она не проходила через этот обряд коммунион. А он какой-то тайный, что ли? Ну, типа, об этом Нет. не знает. Это же вся деревня, наверное, знает про Нет, это. нет, именно поэтому, то есть это обычно, это делается как бы прилюдно, там очень, там несколько людей на самом деле может быть, там, Ага. неважно какого возраста на самом деле, это в любом возрасте, если ты не сделал там в 11, потом Мгм. может ты постарше быть. и Так, взять. в чем здесь суть тогда, я не понимаю. Он же по логике вещей все должны знать, прошла он этот коммунион или нет. Правильно? Я Ну, понимаю. поэтому он говорит, она не может прийти как бы мне рассказать ничего, потому что она не Но при этом проходила она через- призналась. В этом случае, я не знала конкретно, что здесь было. Тут Ну да. мне надо дослушать контекст. Да и надо смотреть это сначала, Вот как именно. минимум. Да, чтобы знать, что здесь именно произошло. Ладно, давай добьем этот эпизод. Pero si tú te confiesas por ella, Pero Вот. si tú te confiesas por ella. Мгм. Но ты, Если. если ты признаешься за нее, Мгм. Именно так. Буквально. puedes salvarla del infierno. О, puedes salvar de la infierno. Ты salvarte? сальварла. Сарваля, ты спасешь ее от дьявола, типа. Да. Инферно Ада. это дьявол или ад? Ад. Ад. От ада. Y sobre todo, Es obra toda. И sobre todo. И об этом. Но sobre Обо всем. todo. Обо всем. Sobre о, todo не все. совсем. Sobre todo это как больше всего. Это más que nada можно еще. Можем записать, кстати. Ну, Sobre todo. Так, мы возвращаемся. Превыше всего буквально это означает. Sobre. Мгм. Помнишь, что sobre означает буквально тоже поверх. Подожди, хорошо. Мы, например, с тобой говорим, я говорю, el digo mi sobre todo. Он мне рассказал обо всем. Разве это не, Él me то же contó самое? sobre todo. Это же то же самое. То же самое, но в этом контексте, если это стоит в начале, и человек начинает фразу типа «и sobre todo», это как «и превыше всего» или «важнее всего», да? То есть это можно, это знаешь, что говорит, типа, какой-нибудь священник говорит el dios sobre todo, да? Это sobre, sí, буквально. Или вот мы говорим о чем-то важном, я говорю «pero sobre todo lo más importante», Мгм. вот в таком плане. Ну, я, честно сказать, не слышал этого ни разу в реальной жизни. Ну да, люди могут использовать и другие вариации, да, lo más importante, могут Да, да, сказать. да. Все как всегда. Да. Окей. del castigo de tu Señor Padre. Дель кастиго de tu señor padre. Кастиго... Castigo. Это кость, что ли, какая-то? No. Кость это ОС, я помню. Кастиго. Связано я знаю, что замок Кастишу какой-нибудь. Не то. Ну, тогда давай ты. Castigo. Это у нас слово, которое буквально означает... сейчас. Опора? Нет? Нет. Черт. Castigar у нас есть тоже глагол, как ругать или буквально... Castigo в этом случае... Сейчас. Дай 2 секунды, если что мы потом... А ты пока напиши. Castigo. Сейчас. El castigo de Dios. Это как... Достигать, постигать. это не проклятие. Это... вот меня наругали. Это как... me castigaron, можно еще сказать. Меня наругали. Так. Но castigo это как существительное. То есть это Обруганный. как сама... Опороченный. Нет, нет, это именно слово. Это как вот то, что тебя ждет. Это секунду. А мы знаешь, как сделаем? Мы Да. просто вот здесь не будем тянуть, вот здесь напишем просто по-русски это слово, перевод по-русски, и все. Ну, хорошо. Не переживай по этому поводу, не будем прерывать видео, мы пишем Да, ну всегда... это очень просто. У меня просто вот... Да. Мы пишем всегда в лайве, как бы, все будет написано здесь, в общем. Но, судя по тому, что ты даже вспомнить не можешь, это слово ни хрена не используется. Да нет, нет, нет. В основном глагол используется. Как кастигар – это ругать или Да. наказание. Наказание. Кастиго – наказание. Отлично. No tengo nada que confesar. Но тенго Надо. что-то конфессар. Не хочу ни в чем признаваться. Мгм. Но тенго Но надо нет конфессар. Ничего, чтобы... как бы, Вот у меня, чем вопрос, у признаться. меня вопрос, очень частая проблема, он говорит, вот сейчас фраза была такая, но тенго надо конфессар. Почему надо не в конце? Почему но тенго конфессар надо? Почему не в конце? Обычно же мы привыкли, что все глаголы, вот эти вот там, линды там, да, они все, всегда в конце.
Во-первых, здесь делается как бы акцент, и во-вторых, здесь это играет как бы роль самого предмета. Но tengo nada que confesar. То есть у меня нет ничего, чтобы в чем признаться, да? Это как наш предмет здесь Но мы могли бы сказать, но no tengo que confesar nada. тоже. Ну, Возможно. так можно сказать, это будет грамотно. Sí, no tengo que decir nada, можно сказать. У меня нет ничего, чтобы сказать тоже. Или no tengo nada que decir. Это то же самое, только мы вот буквально местами меняем. Все, понял. El padre Antonio me dijo que Но я думаю, на этом мы и закончим, потому что у нас уже 40 там с чем-то Да, минут. хорошо. Представляешь, мы разобрали на самом деле всего там типа 5 минут, здесь тоже- 5 превращается в 40. Тут такие прям страсти, тут очень сложно понять, что именно произошло, тут постоянно что-то, мне кажется, Нет, происходит. ну, знаешь, история в том, что это простые слова, вроде все простая, грамотная, четкая речь, но все равно нифига не понятно. Ну, Ну для да. меня, я имею в виду, хотя я уже По контексту. скоро год уже как буду в Аргентине как бы и учить испанский, но тяжело все равно. Вот. И, кстати, если вы, как вы заметили, как достичь такого уровня владения испанским, как я, надо пойти в школу Китали Аргентина учиться. А вот здесь у нас высветился такой волшебный промокод, такой пу-ду, на скидку на все виды обучения. А какие у нас есть обучения? У нас есть онлайн-курс, который скоро появится в конце, ближе к осени 24 года. Ну, вдруг кто-то смотрит нас с 26-го. Курс уже есть, ребят. Курс есть. Потом у нас есть офлайн группы, а их вообще до хрена. У нас много вариантов. То, что Плюс вы хотите. интенсив. Интенсив это типа ты как дьявол, там учишься каждый день. Есть разные на самом деле. Есть вот каждый день буквально, это типа за месяц ты проходишь и с понедельника по Да. пятницу, или там интенсив, но 3 раза в неделю или 2. Да, все варианты, короче, обучения и даже частные уроки тоже существуют. Тоже есть. И всякие еще мастер-классы, там маты, игра в испанские карты, трюко и Да, еще много. мастер-классы разные. Да, много всего. Так что давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайк, идите в школу учить язык. Всем. С вами был Леонид и Соня. Пока. Чао-чао.